Here we go, it's all about you, it's all about me, it's all about what we do. Making art, you and me, trying to find something to believe. Because I'm running wild, I ain't running free. Still got a lot of shit left to see. I'm stuck in this town, and the town's stuck in me. Always trying to find another reason to leave. Итак, прошел целый месяц, мы ничего здесь не делали, не стригли, не трогали. Пришло время стричь, потому что вырос весь средний план, а заднего даже не видно. Сложность голландского аквариума в том, что у растений разная скорость роста. И, например, Гетерантера австралисна и Химиантус микрантемоидес уже выросли, а Ставрогин, Криптокарина нури только думают, только начинают разрастаться. Поэтому нужно постричь некоторые растения и дожидаться роста медленно растущих растений. Как пузыряют растения. Класс, обожаю. В этом аквариуме ничего не делалось, только менялась вода, даже стенки не чистились. Все чистили сомики, это цинклюсы. Смотрите, как они плавают стайкой в толще воды. Они обычно сидят на стенке, но в этом аквариуме им, видимо, очень хорошо, и они плавают такой стайкой, как обычные неончики. Начинаем стричь. И первая под стрижку подпадает Гетерантера австралисная, потому что она больше всего разрослась и уже закрыла гидрокотилу трипартиту. С Химиантусом такая стрижка не пройдет, как с Гетерантерой. Его нужно держать и стричь, потому что если просто постричь, вот все поплывет, перемешается и потом на продажу не будет что. Вот так. Химиантус постригли, но не до конца. Состригли все, что на продажу, а сейчас остальное просто сформируем ровненькую шапочку. Друзья, пару дней назад я постригла часть растений, Химиантус микрантемоидес и Гетерантеру австралисную. А сейчас будем стричь перистолистник красностебельный и Погостемон стеллатус. Почему я все вместе не постригла? Потому что нельзя одновременно стричь все растения. Почему, вы спросите? А потому что может пойти дисбаланс в аквариуме. Аквариум уже привык к какому-то конкретному, какой-то конкретной дозировке удобрения, и менять это рискованно что-то. Лучше все постепенно стричь и постепенно лить удобрения. Не очень хорошо стричь большое количество растений одновременно, потому что они выделяют соки.
И эти соки могут быть вредны, там, например, для креветок или мелких рыбок. Растения так пузыряют. Я не знаю, видно вам или нет, но я в течение дня хожу туда-сюда, и вот прохожу, и все время здесь залипаю. Где-то здесь на альтернатере вот пузыряет постоянно. Это, наверное, ацинклюсы понадкусывали по чуть-чуть, и там пузырьки выходят. Группа наемных рабочих из Азии чистит аквариум. У перистолистника такие мелкие листики, я не знаю, как они их чистят. Но смотрите, как аккуратно. Прям вообще, прям отличные работники. Мне они похожи, как вот в большом здании стеклянном. Тоже работники стекла моют. Вот как-то так вот мне сейчас это все напоминает. Все дружно взялись. А сейчас чуток полезной информации. Если вот так вот растения пузыряют, тогда не обязательно подавать воздух в аквариум. Не то, что не обязательно, а даже не нужно, не рекомендуется. Почему? Потому что растения выделяют чистый кислород, и этого кислорода хватает. И ты меня сбил. И этого кислорода хватает. А если вы подаете воздух через компрессор, это вы не подаете чистый кислород, вы подаете воздух. Вот и все. Пострижем сначала Pogostemon stellatus. Пострижем дальше перистолистник. Смотрите. Какая красота! А сейчас чуть-чуть подровняем. Границу между растениями хочется немножко больше выделить. И поэтому я состригаю там больше дополнительно растений. Поехали дальше стричь роталу. Вот как красиво разрослась ротала макранда красная. А как она выглядела в меристеме, помните? Вот такая несчастная там. Плохо видно. Нормально. А еще вот у меня спрашивают, какая скорость роста растений постоянно. Нужно вот скорость роста с чем-то сравнивать. Вот сколько прошло, где-то месяц и неделя. Вот, и так выросла ротала макранда с этой баночки. Друзья, у вас прошло пару секунд, а у меня прошла целая неделя, и мы продолжаем стричь дальше. Сейчас будем стричь альтернатеру, правда она немножко пострижена, потому что я уже покупателям стригла ее. Постригли альтернатеру Рейнеки Мини. Пришла очередь за Pogostemon Middle Green.
Вот он, симпатичненький такой, на среднем плане. Мне кажется, он недавно появился. Редко встречается в аквариумистов. Но мы сейчас это исправим. Смотрите, сколько. Ну что, поехали дальше. А дальше у нас на очереди химиантус микрантемоидес. Потому что я его не хотела стричь, но он уже второй раз вырос. Его уже второй раз нужно стричь. Хотела сзади добраться до перистолистника мотогросского, но нет, сначала нужно химиантус постричь, а потом уже перистолистник. Ну что, погнали? Сейчас все выловим с очка. Хорошо, что рыбы пока нет, которая плавает. Только атоцинклюсы. Но, кстати, мы сейчас бригит хотели закинуть. Там у нас есть маленькие такие, симпатичные. В следующий раз будет очень сложно все это вылавливать. Вода ужасно мутная, но нужно стричь дальше. Дальше у нас перистолистник мотогросский зеленый. Ширина 60 сантиметров, дотянуться нереально. Можно, но видишь, я еще второй рукой хочу придержать, потому что если я просто постригу, все будет в кашу перемешано, и я потом не соберу. Но это может никому не надо, только мне так надо стричь. Неделя и уже, смотри, ах, какая ляпота. И это как быстро. Это макранда, это роталахра, такая красивая. Очень красивая. Не знаю, просто в этом аквариуме все хорошо. Все растет. Закидываем стайку рыбок. По-быстренькому. Давай. Оп. Все. Последняя. Друзья, все, пока. Мы все постригли, рыбу посадили, запустили. Теперь ждем, когда отрастет. Мне очень понравилось, что вы подписываетесь. И спасибо вам, что подписались.